Developer. И сегодня мы поговорим о том, как работать с переменными типа recordRef, fieldRef, keyref и recordID в Navi. Переменные типа recordRef и fieldRef используются в Navi для того, чтобы работать с таблицами, о которых мы в принципе не знаем. То есть это может быть ссылка на любую таблицу, на любое поле. И сегодня я расскажу, как с ними работать. Я разделил свой доклад условно на несколько частей, по каждому типу переменных отдельно, и сейчас буду рассказывать. recordRef — это по сути ссылка на запись в таблице. Обычные переменные типа record могут указывать только на одну таблицу. С возможностью recordRef мы можем использовать один и тот же функционал для нескольких таблиц. Это может быть полезно, когда нам нужно пройтись, допустим, в цикле по нескольким схожим таблицам. Или нужно передать функцию, какой-то параметр, но какой-то рекорд-функцию, но это могут быть разные рекорды. Вот один из примеров использования. В Warehouse Activity Line у нас есть source type, который указывает таблицу, которую мы используем. Мы можем пройтись по всем записям этого source type и с ними что-то сделать. И пример передачи recordRef как параметр. В общем, recordRef не отличается ничем от обычного рекорда. То есть мы можем применять к нему основные сценарии, в которых используется recordRef, это когда нужно работать с несколькими схожими таблицами или когда мы вообще не знаем, с какими таблицами мы работаем. Для Nav, в принципе, нет разницы, работаем мы с recordRef или с обычным рекордом. Единственное отличие в том, что перед началом работы с recordRef нам нужно указать, какую таблицу мы будем использовать. Один из вариантов есть использование функции open, в которую мы параметрами передаем номер таблицы. Мы можем его указать явно, это обычное интовое значение, можем указать его явно, можем взять из какой-то таблицы как запись, можем использовать database и указание названия таблицы и так дальше. Второй параметр temp, true-false, указывает темповый recordRef открывать или нет. И название компании, тоже опциональный параметр, можно указать, в какой компании нам нужно получать запись. Вот параметры, которые принимает эта функция. Еще один вариант указания ссылки на таблицу – это использование функции getTable. Она принимает как параметр обычный рекорд, и отличие от open в том, что оно сразу же применяет все фильтра, которые были на рекорде. Если была указана конкретная запись, то сразу в recordRef у нас тоже находится конкретная запись. Вот параметры и пример использования. Еще одна важная функциональность, связанная с recordRef'ами, есть функция getTable, которая из рекорда получает recordRef, ссылку на него. И точно так же есть обратная функция. Она уже из ссылки переносит все значения, все фильтра на обычную запись. Это может быть полезно при обмене данными между recordRef'ами и обычными рекордами. Ну и вот пример использования. Как я уже говорил, к recordRef можно применять почти все те же функции, что и к обычным записям. То есть, если нам нужно пройтись в цикле или найти какие-то записи, мы точно так же можем использовать find first, find last, find set, next и так дальше. Мы можем устанавливать на них фильтра с помощью fieldRef'ов. Мы точно так же можем инсертить, модифаить
удалять записи, и при этом мы можем указывать вызываемые, нужно нам вызывать триггер или нет. Следующий тип field-ref. Field-ref — это для того, чтобы работать с таблицами, нам нужно получать значения в полях. Если в рекордах мы можем прямо постучаться к полю, то тут нам нужно использовать field-ref. Это переменная, которая в принципе ничем не отличается от обычного поля, но у них есть некоторые ограничения в силу того, что они могут быть разных типов. Для того, чтобы из record-ref получить field-ref, нам есть несколько способов. Один из них мы можем получить через функцию field-index. Она принимает параметром интовое значение, и мы получаем ссылку на поле того номера, который мы указали. Причем идет именно фактическое значение поля, независимо от того, который у него номер в базе, в свойстве field_no. То есть, если в базе идет нумерация 1 и 3, мы укажем 2, мы получим 3 поле. Другой способ — использовать функцию field. Она как раз принимает параметром именно field_no. То есть мы указываем то значение, которое указано в базе в этом свойстве. Вот два примера, как можно их получить. Если нам нужно пройтись по нескольким полям, мы можем использовать интовый счетчик и метод fieldCount. fieldCount возвращает количество полей в записи в record-ref, и через интовый счетчик и field_index мы можем получить доступ к каждому из них. Вот пример функции, которая пробегает по всем полям и ищет по заданному значению то, что нам нужно. Для того, чтобы получить доступ к значениям, которые хранятся в этом поле, нам нужно использовать свойство value. Причем оно работает как на запись, так и на чтение. То есть если мы не указываем параметры, мы можем получить его значение. Оно возвращает значение. Если мы указываем параметр, оно присваивает новое значение в это поле. Также для field_ref можно использовать стандартный validate, который устанавливает значение и вызывает валидацию. Вот. Возвращаемое значение всегда тип вариант, и его нужно приводить к тому типу, который нам нужно, если мы не можем использовать явно вариант. Для установки фильтров на record_ref мы используем setRange и setFilter, но мы его используем на конкретных полях. То есть у нас есть ссылка на поле, и мы вызываем для них метод setRange и setFilter. Для того, чтобы сбросить фильтра, нам нужно на record_ref использовать функцию reset. Вот пример установки фильтров. Record ID — это специальный тип, в нем закодировано номер таблицы и ее primary key. Если в обычном рекорде мы можем через в get передать параметрам primary key, мы получим запись, то в record_ref нам еще нужно указать, из какой таблицы это делать. И для этого как раз используется record ID. Для того, чтобы его получить, нам нужно на record_ref вызвать функцию record ID, и она нам его вернет. Если нам нужно из обычного рекорда получить этот record ID, мы сначала его конвертируем в record_ref, например, с помощью getTable, и потом из него генерируем record ID. Record ID можно хранить в базе, и это иногда значительно упрощает доступ к данным связанным. Вот пример получения записи по rec_id и пример того, как привести обычную запись customer и получить из нее rec_id. Еще один интересный тип, который связан с рефами, скажем так, это keyref. Это комплексный тип, который дает доступ к ключам записи и к полям этих ключей.
Для того, чтобы получить ключ из записи, нам нужно использовать keyIndex. Причем, если мы его вызываем с параметром 1, у нас это всегда будет primary key. Мы передаем интовый параметр, который указывает индекс ключа, который нам нужен. Когда мы получили keyref, мы можем узнать в нем field count, можем получить доступ к каждому из полей в этом ключе, и мы можем проверить, активный он или нет. Вот пример получения primary key и проверки, активный он или нет. Сейчас я покажу небольшую презентацию. Я подготовил несколько простеньких примеров, как это можно использовать на практике. Первая задача, в которой я столкнулся с этими типами данных, это была интеграция с одним веб-сервисом. Мне нужно было передавать значения при изменении в базе. Было решено подписаться на глобальные ивенты on global insert, on global modify, on global delete. И они как раз передают параметрам именно record-ref, потому что в базе очень много значений и невозможно использовать какие-то стандартные типы. И вот простенький пример, как это можно использовать. Мы проверяем номер, на который ссылается наш record-ref. Для примера я взял customer и vendor. Это подписка на onInsert. Соответственно, когда мы создаем нового кастомера или вендора, тут функция, которая делает кастомный лог, это я чуть дальше расскажу, и выводим сообщение, что в такой-то таблице такое-то поле с таким-то значением было создано. Вот для примера я создаю нового кастомера, выбираем template, оно нам выдало сообщение: кастомер номер такой-то создан. Следующая функция создание записи, скажем так, в кастомном логе. Я создал простенькую табличку. Функция принимает параметром record-ref и из нее записывает в эту таблицу все значения, которые нам нужны. Мы пишем record ID и record number. То есть какая таблица и ссылка на конкретную запись в этой таблице. Мы только что создали запись, и у нас должна была появиться в логе отметка. Вот у нас создалась запись. В 18 таблице дата, время и кто создал. Точно так же, если мы сейчас создадим вендора, у нас оно тоже должно отработать. Сообщение есть. И запись появилась. Таблица 23. Вот. Еще один вариант использования. По record ID мы получаем запись. Вот record-ref get record ID. Я использовал это для того, чтобы открыть страничку с конкретной записью. То есть иногда у нас бывает ситуация, когда у нас может, скажем так, у нас могут в зависимости от типа таблицы открываться разные страницы. Таким образом это можно обойти. То есть мы открываем страницу и передаем ей не совсем record-ref, мы его приводим к варианту, но суть от этого не меняется. И у нас открывается по нулевому номеру страницы соответствующая страничка для заданного record-ref. То есть если у нас сейчас 18, у нас откроется customer,
И вот 23 у нас откроется вендоры. Если бы не использовать такой механизм, нам бы нужно было для каждого типа объявлять свои переменные, свои таблицы, свои страницы, и это было бы проблематично. Вот. Пример работы с полями. Тут фантазии не хватило, бежим по всем полям и просто выводим список всех полей, которые есть в записи. В нашем случае тут всего 5 полей, но вот они все вывелись. Так. Хорошо. Еще один пример. У меня была задача сделать а-ля навигатор. То есть у нас была сплошная нумерация всех процессов. Если мы делаем покупку, ей присваивается сразу номер. Покупку, продажу, неважно. И дальше по всей цепочке отгрузки, получения, пики, складские операции, финансовые операции, везде проставлялся один и тот же номер процесса. И документов вышло очень много, и их все нужно было как-то хранить и как-то отображать, и пользователю надо было дать к нему доступ. Было решено использовать Document Entry, добавили несколько полей, добавили несколько, скажем так, функций, которые делали записи. И для создания как раз этих записей мы использовали record-ref. То есть мы искали все таблицы, которые нам нужны, и записывали в эту таблицу. Вот простенький пример использования. Я создал массив, но эти данные могут браться из любого сетапа, из любой таблицы, откуда угодно. Тут у меня хранятся просто айдишники таблиц. В нашем случае это Sales Header, Sales Shipment и Sales Invoice. И на параметрам я передаю номер кастомера. В чем логика? Мы бежим по этим всем таблицам, проверяем, чтобы они были оформлены на этого кастомера, и добавляем запись в наш doc-entry. Ну и вот, например, кастомер какой-то. У него есть две записи. Одна в Sales Shipment Header, одна в Sales Invoice Header. Номера документов, и мы можем их открыть, посмотреть. Для того, чтобы посмотреть, я использую ту же функцию, которую я использовал для того, чтобы открыть кастомеров и вендоров. Вот. В принципе, это все. Если у кого-то есть вопросы, я с радостью на них отвечу. Учитывая то, что у нас нет ограничения по использованию полей, этот механизм можно применять где угодно и как угодно. Единственная проблема, что когда начинаешь его использовать, код становится абсолютно нечитаемым и непонятно, что где происходит.